Уважаемые коллеги, дорогие друзья, меня зовут Бузунов Роман Вячеславович, я заведующий Центром медицины сна клинического санатория Барвиха, президент Российского общества сомнологов. Сегодня я хотел поговорить о методах тренировки мышц неба, мягкого неба, нижней челюсти и языка, которые применяются при лечении неосложненного храпа и даже легких степеней тяжести синдрома обструктивного апноэ сна. Дело в том, что небная занавеска, она содержит мышцы, которые могут тренироваться. Но в то же время, если мы имеем постоянный храп и биение дыхательных путей друг от друга, то это постепенно приводит к травмированию неба. Оно провисает, оно теряет тонус и становится дальше как тряпочка и быстрее вибрирует. И есть специальные тренировки. Я, собственно, может быть, не буду конкретно описывать упражнения. Вот в такой книжке «Курс на тишину». Вы ее можете скачать в интернете, набрав «Курс на тишину. Как лечить храп и синдром обструктивного апноэ сна». Она там есть в свободном доступе, где все эти упражнения подробно описаны. Я только, может быть, скажу несколько слов о самом принципе. Так вот, небо содержит мышцы. И если эти мышцы тренированы, они поддерживают определенный тонус. И, соответственно, небо меньше вибрирует и меньше создает звуковой феномен храпа. Регулярные занятия в течение месяца могут облегчить храп на 30-40%. Еще недавно в нашем распоряжении появился такой прибор, он называется прибор Снор. Собственно говоря, в чем его особенность? В том, что он работает по принципу обратной биологической связи. Вот этот мундштук помещается в полость рта, и мы создаем такое всасывающее движение, которое при этом напрягается небная занавеска тоже. Подключив к компьютеру, мы видим непосредственно на экране то усилие, которое мы создаем и которое мы должны создавать. И мы можем, во-первых, количественно оценивать это усилие, мы можем смотреть динамику в конкретную фазу упражнения и даже накопленную динамику, то есть насколько эффективно мы тренировали наше мягкое небо. И, собственно говоря, мы начали достаточно активно применять этот приборчик у нас в практике у пациентов с неосложненным храпом, и мы видим очень неплохой эффект. Еще раз подчеркну, это позволяет по типу обратной биологической связи контролировать и создавать то именно усилие, которое обладает тренирующим воздействием на мышцы неба, а соответственно укрепление неба, оно меньше вибрирует и меньше создает звуковой феномен храпа. Есть еще комплекс тренировок, который способствует выдвижению вперед нижней челюсти и языка. Это при ретрогнатиях немножко смещенно назад нижней челюсти. Собственно говоря, это тоже упражнение, которое тренирует смещение мышц вперед языка и нижней челюсти. А если они тренированы, даже в расслабленном состоянии не поддерживают определенный тонус и смещают эти структуры кпереди, увеличивая передний и задний размер дыхательных путей, а соответственно, делая просвет шире, небо меньше вибрирует и бьется о стеночки дыхательных путей, и мы можем или существенно облегчить, или иногда даже устранить, еще раз подчеркну, только неосложненный храп. Я не говорю сейчас о каких-то продвинутых формах болезни остановок дыхания во сне. То есть некие усилия самого пациента по тренировке мышц языка, нижней челюсти и глотки позволяют в ряде случаев достичь весьма неплохого эффекта в отношении уменьшения интенсивности, представленности храпа. И об этом всем, еще раз скажу, вы можете почитать в книжке «Курс на тишину», который вы можете скачать в интернет, ну или почитать информацию тоже в интернет, наберите такой прибор от храпа Снор, английскими буквами S-N-O-R, Снор. И там тоже достаточно много информации, даже видео вы можете посмотреть обучающее, как использовать этот прибор. Он, собственно говоря, продается в интернет, вы можете приобрести его самостоятельно и даже поучившись, посмотрев эти видеофильмы, его применять. Ну или же вы можете обратиться к нам, мы научим пользованию этим прибором, если, соответственно, есть показания, естественно, к его применению. Еще раз подчеркну, это должен быть неосложненный храп у пациента, особенно с ретрогнатией, с маленькой смещенной назад нижней челюстью, ну или с легкими формами синдрома обструктивного апноэ сна. Вряд ли это поможет при средне-тяжелых степенях тяжести апноэ, но это и не предмет, скажем так, данного нашего обзора, потому что, еще раз подчеркну, мы говорим о неосложненном храпе и не говорим о методах лечения сейчас тяжелых или средних степеней апноэ
во сне. Надеюсь, что это вам поможет побороть или, по крайней мере, существенно облегчить храп. То есть я имею в виду тренировка мышц языка, нижней челюсти и глотки. Собственно, то, что вы можете делать сами, просто выполняя упражнения, или с применением вот такого прибора, который позволяет объективно контролировать по типу обратной биологической связи ваши усилия и наблюдать постепенно улучшение результата по мере прохождения тренировочного процесса. Собственно, как мы тренируемся, когда мы занимаемся банально фитнесом, вот ровно так же мы можем обеспечивать фитнес мышц языка, нижней челюсти и глотки. Удачных вам занятий, облегчения храпа и спокойного сна. Всего вам хорошего.